Ребят, всем привет! Меня зовут Виталий Петренко. Вы находитесь на YouTube-канале, где мы говорим о трейдинге, об инвестициях в криптовалюту. Сегодня я покажу краткую инструкцию, как подключить терминал Капика и стратегию по MarketGale доработанную, по которой вы можете стабильно без нервов делать 20-30% каждый месяц, а то и больше. То есть это идеальная стратегия для торговли на споте. То есть я считаю, что криптовалюта и торговля на споте по этой стратегии вообще, ну это просто совершенство. То есть оно вписывается вот по всем канонам, ну вы просто это увидите, попробуете, и вы поймете, что это самая щадящая для вашей психики и самая прибыльная стратегия, которая может быть вообще на споте от коррекции. То есть это великолепно просто. Я его нашел, проходил обучение, я нашел ее, и я понял, что это пушка просто. И я хочу с вами ней поделиться. Так, первое, что вам нужно сделать? Вам нужно зайти на сайт Капика. Вам нужно будет нажать плюсик, ввести здесь APK Secret, то есть для этого вам нужно зайти на сайт Binance, настройки, увидеть там APK, сгенерировать этот APK. Там вот здесь, кстати, на этом сайте есть инструкция о том, какие галочки нужно оставить. То есть это, скажем так, безопасно, то есть вы убираете галочку «Выводить деньги со счета», то есть вы сможете только, этот терминал помогает только торговать на вашем, скажем так, реальном счете, то есть он не может вывести ваши деньги, то есть можете не беспокоиться. Генерируете название, APK, Secret, вставляете, нажимаете ОК, здесь вы увидите в углу ваш депозит на Binance. Потом вам нужно будет нажать на этого человечка, нажать «Оплата». Оплата делается только в лайткоине. Выбираете тарифный план. Я выбрал, допустим, 12 месяцев, мне так удобно. И тут скидка хорошая. Выбираете, допустим, 12 месяцев, нажимаете «Оплатить». Здесь у вас будет уникальный ваш адрес, который генерируется для каждого в уникальном порядке лайткоина. То есть вы его копируете, вставляете его... на Binance вы покупаете лайткоин. Допустим, здесь нужно оплатить $119 плюс комиссия примерно $122. $122. Вы покупаете на Binance лайткоин на $122, на 121, лучше на 122. Переводите лайткоин по этому адресу, и через 3-5 минут у вас будет уже про аккаунт. То есть вы будете видеть в углу, сколько дней вам осталось, там 365 дней, плюс 7 дней будет дополнительно в подарок вам. После этого вы нажимаете терминал, то есть, я это буду показывать не на реальном счете, а на демо. И вам советую начинать с демо, если вы новичок, чтобы вы сделали прибыль, да, чтобы у вас появилась уверенность. Для этого я вам вообще советую 3-6 месяцев торговать на демо счете, не меньше. Нажимаем демо, нажимаем плюсик, здесь пишем демо. То есть вы можете создать демо счет даже без покупки аккаунта, да, то есть без покупки аккаунта вы можете торговать просто на демо. Потом мы выбираем монетку. Я выбираю монетку Matic, да, она очень хорошая, ходит по уровням. Здесь мы в избранных все выбираем, да, выбираем все, выбираем Matic. Здесь мы видим, что у нас есть Matic в избранных, да, Matic. Еще, кстати, забыл сказать, есть конструктор, то есть вы можете здесь редактировать, сделать панельку больше. Но я советую сделать именно вот так, как и есть. Стакан не ставить, вот оставить все как есть. Я чуть изменил вот эту, перетащил панельку с монетками. Нажимаете «Сохранить». Так, мы выбрали Matic. Теперь что мы делаем? У нас идет, скажем так, это доработанная стратегия Martingale. Покупка в 3 уровня. То есть в редких случаях бывает 4. Когда мы первый уровень разбиваем на 2 части. То есть мы покупаем максимум 5 монет. Больше я не советую. Так что вы будете путаться, их будет много. Больше не советую. Это, скажем так, более прибыльно торговать топовые альты. Желательно топовые. То есть если вы хотите разогнать это, вы можете торговать монеты там стоп 200, стоп 300. Но я советую торговать монеты 150, потому что они вряд ли соскамятся, они волатильные. Потому что монеты стоп 300 вы можете ждать долгое исполнение ордера. То есть я советую торговать топовые альты и 150 максимум. То есть мы выбрали, допустим, Matic. То есть что мы делаем? Заходим на TradingView. Здесь мы накинули уже сетку FIBA.
у нас стоит 3 покупки. 20, 30, 50. То есть, если мы выбрали с 10 тысяч долларов, у нас получается на 5 монет раскинуто по 2000 долларов. 2000 долларов. Покупаем 20, 30, 50. На 20% от 2000 долларов рассчитываем, получается 400 баксов. То есть первая покупка. Я вначале расставим с вами все покупки, а потом я расскажу, что дальше. Первая покупка. 2 318. 2 318. Здесь пишем 400 долларов. Правильно же? Правильно. 400 долларов купить. Здесь пишем в комментарии 20%. Окей. Вторая покупка. На 30%. Это будет у нас от 2000. Это у нас получается 600 долларов. То есть вторая покупочка у нас $972. $972 на 600 долларов. 30%. И третья покупочка у нас будет самая большая. Третье ведро, которое редко заполняется. Но, скажем так, если слив рынка, то это ведро вас защитит и убережет ваш депозит. $744. $744 на 1000 долларов. То есть 50%, ну, как бы тут прикинуть. Давайте для автоматизма. 1000 долларов, правильно? Правильно. 1000 долларов. $744, все правильно. Купить. Пишем 50%. Подтвердить. Прекрасно. У нас есть 3 лимитки отложенных. 20, 30, 50. То есть мы видим, что покупаем мы перед сопротивлением, продаем мы, покупаем мы перед поддержкой, извиняюсь, продаем перед сопротивлением. Потому что часто цена не доходит до поддержки и до сопротивления. Вот, допустим, как вот здесь, вот видите? То есть здесь мы не дошли до покупки, и мы ушли вверх. То есть рынок ушел без вас, грубо говоря. Здесь вот то же самое, видите, мы не коснулись поддержки. То есть потому что большинство трейдеров торгуют именно по таким стратегиям. То есть они покупают перед поддержкой и продают перед сопротивлением. Вот, допустим, вот как здесь, вот видите, вот здесь вот. Так, первая продажа с этого ведра. То есть вот у нас 3 покупки, 20, 30, 50. Первая продажа, ведро на 20, да. То есть это мы не трогаем, первую строчку. То есть что мы пишем, допустим. Я вам советую всегда выставлять первый take profit 5-6% и ставить стоп без убыток, чтобы себя перестраховать, если рынок пойдет ниже. Ну, актив пойдет ниже, рынок. Актив пойдет ниже. То есть, допустим, первая продажа, вот у нас 3 продажи, первое ведро, видите? Первая продажа и вторая, да? Но подстраховочный ордер вот 5%. Давайте посмотрим примерно, какая эта цена будет. 5-6%, это у нас получается 2,460. То есть, что мы делаем? Мы выставляем 3 заявки на продажу. Здесь, здесь и здесь. То есть 2,460, 2,702 и 3,262. 2,460, смотрим. Take profit. 2,460. Второй take profit. Видите, я нажал второй take profit, появилась галочка стоп без убыток, стала активной. То есть важно всегда ставьте ее, всегда, запомните, всегда ставьте стоп без убыток. Еще раз повторю, всегда ставьте стоп без убыток. Так, 2,460 у нас стоит здесь заявка. Потом 2,702. 2,702. Третья заявка 3,262. 3,262. То есть здесь что мы делаем? Первая заявочка у нас, первый лимитник стоит. 2,460, 5% актива продаем. Продаем, точнее 5% цены роста мы продаем. 20% актива. 20% актива. Второй лимитник стоит у нас, мы продаем примерно, давайте продадим, так, чтобы для уверенности мы должны забирать стабильно один уровень, да. То есть один уровень это у нас, смотрите, это у нас вот 15%, 16%, это вообще, это великолепно, ребят. Без риска практически. Где вы такое видели? Это вообще пушка.
Так, здесь мы продаем, так, чтобы для уверенности, да, то есть здесь мы продаем 20% актива, здесь мы продаем 50% актива, и здесь уже мы продаем остальной актив, да, вот первый уровень, второй уровень, продаем, оставляем на второй уровень для того, чтобы, ну, вы не поймали фома, да, то есть может актив еще пойти выше, а вы такие типа, блин, я все продал и все, и уже вы там начинаете рисковать, если еще без стратегии покупать выше, оно идет вниз, ну короче, оставляем на поход выше, то есть здесь мы продаем еще 30% актива, стоп в безубыток, нажимаем сохранить, все, здесь мы на графике видим. Первый take profit, второй take profit, третий take profit. Да, все четенько. Обычный график стоит, не логарифмический, все прекрасно. Так, 30% актива. Этот актив, эту часть мы покупаем вот на вот этом уровне, допустим, да, 0,618. Мы уже купили. Take profit у нас стоит перед сопротивлением, перед вот этим ведром. 2,251. Это мы не трогаем. 2. Нет. Да, все правильно. 2,251. 2,251. То есть, если мы... да. Если мы идем отсюда ниже первого ведра, мы продаем здесь 70% актива. Для того, чтобы перекрыть убыток с первого ведра, 70% актива, мы укажем потом так, первая продажа здесь, мы купили второе ведро, первая продажа здесь, вторая продажа 2,702. Take profit 2. Так, еще раз. 2,702. Правильно? Правильно. 2,702. Стоп в безубыток. Первая продажа у нас получается 70% актива. Вторая продажа у нас 30% актива. Нажимаем стоп в безубыток, нажимаем сохранить. Все, мы видим, здесь мы купили, здесь мы продали, здесь мы продали. Прекрасно. Что мы видим? Третье ведро. Третье ведро, зачастую мы от третьего ведра мы уходим выше. На графике понакидывайте, посмотрите, до каких уровней примерно, до каких ведер ходит цена, да, и вы поймете, что третье ведро, зачастую до четвертого ведра мы никогда не доходим. Мы доходим до третьего ведра, и от третьего ведра мы уходим примерно на 3 уровня выше, 3-4 уровня, в редких случаях там выше, но 3-4 уровня. То есть нам нужно выставить сейчас 3 take profit. То есть мы купили здесь, первый take profit у нас $915, 1,915, 1,915. Это мы не трогаем, помните, да, чтобы не сбиться. 1,915. Второй take profit у нас 2,251. Так, стой, чтобы мы не запутались. Так, 1915, 2,251. 2,251. И третий take profit у нас будет. А третий take profit у нас будет 2,702. 2,702. Стоп ставим в безубыток. То есть первый take profit мы продаем 30%. Второй take profit мы продаем 40%. И третий take profit мы продаем 30%. То есть видим, что здесь купили, здесь продали 30, 40, 30. Нажимаем сохранить. Дальше я вам рассказываю. То есть если вы боитесь, что там вас прольет там и так далее, смотрите. Мы, допустим, здесь буду показывать, здесь мне как-то удобнее, привычнее. Мы купили здесь, да, то есть уровень 0,786. Мы купили на $400, здесь на 600, здесь на 1000. То есть, если нас пролило, если мы отсюда не закрыли там 5%, нас не выбило по стопу, то есть если мы, допустим, здесь закрыли 5%, продали 20% актива и нас пролили ниже, то
То есть мы снова выставляем ордера 20, 30, 50 на этих уровнях. То есть если нас не пролило, и мы, допустим, сделали 2%, точнее, если нас не выбило по стопу, а мы сделали 2% профита, и нас пролило ниже до второго ведра, то что мы делаем? Если мы отскакиваем отсюда, доходим до сопротивления, мы должны здесь продать весь, скажем так, все первое ведро в небольшой убыточек. Там убыток будет очень небольшой, так как вы купили на $400, там будет там, ну, копейки. И фиксируете 100% своего второго ведра. Вот здесь, перед сопротивлением. Но если нас проливает с первого ведра на второе, здесь мы не отскакиваем до сопротивления, а нас проливает на третье, то здесь что мы делаем? От третьего мы отскакиваем, вы помните, да? От третьего мы отскакиваем до сопротивления, продаем в минус первое ведро, то есть там будет небольшой минус, минус будет, допустим, от $400, 17%, ну это копейки вообще. Мы продаем, допустим, в минус первое ведро, да, в небольшой убыточек мы продаем второе ведро, там будет 2% убытка, и фиксируем 100%, или можете зафиксировать, допустим, не 100%, фиксируем, допустим, уже с третьего ведра, фиксируем 30%, потом фиксируем, то есть мы здесь уже уходим выше зачастую, фиксируем 30%, здесь мы забираем профит 40%, и здесь мы забираем профит 30%. Если мы видим, что здесь идет болтанка flat, то мы здесь фиксируем все, да, и идем так же само выставлять лимитники ниже. Вот как-то так. Я вам советую, я вначале скептически отнесся к этой стратегии, я вам советую по ней поторговать, да, перед тем, как критиковать, поторговать пару месяцев, чтобы вы поняли, как это все работает, чтобы вы поняли, как делать профиты благодаря этой стратегии. Это, ну, скажем так, это вот за мои год активной практики, да, там по 15 часов сидения за компьютером, изучения кучи курсов, просто кучи. И я понял, что это самая продуктивная стратегия, так как криптовалютный рынок, он очень волатильный, да, то есть он постоянно, каждый месяц стабильная коррекция, там фаза Луны, там и прочие моменты. Каждый месяц коррекция, и мы должны работать от коррекции. То есть мы должны не залетать от балды на хаях, мы должны покупать от коррекции, только тогда мы сможем взять самый жирный профит, не жадничать, уметь выжидать точку входа, так как грамотный трейдер всегда выжидает точку входа. То есть лучше, знаете, лучше выждать точку входа, знаете, и залететь четко, да, вот залететь от уровня, залететь грамотно, чем зайти от балды просто, потому что цена пошла, вы залетите, и вам потом придется ждать, пока цена... Вам просто придется ждать, то есть есть два момента. Первое, вы ждете просто, когда цена скорректируется к вашему уровню, или второе, вы просто будете ждать, залетите на хаях и будете ждать, когда цена скорректируется и отрастет, и вы все это время будете нервничать, понимаете? Вот почему нужно выжидать точку входа. И, кстати, цена может и не отрасти даже. Она может просто, вы можете просто превратиться в инвестора, что самое стрёмное, да, превратиться в долгосрочного инвестора. И пережидать там медвежий рынок, и, возможно, там ваш актив просто соскамится. То есть вот это вообще стрёмно. И я вам советую еще на, скажем так, вот на таком финале, на такой кульминации бычьего рынка торговать только топовыми монетами. Не лезь в топ-300, там всякие SLP-шки там и прочую фигню. Потому что вы просто застрянете и, ну, вы просто потеряете свои деньги, заработанные зачастую трудом своим, да, потом и кровью, и просто сольете это все на медвежке из-за своей жадности, из-за своей глупости, и будете потом себя очень сильно винить за это. Вот, так что торгуйте по стратегии, покупайте страх, продавайте жадность и не залетайте на хаях. И да пребудет с вами профит. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал, где я каждый день буду стараться давать вам сетапчики. Буду скидывать вам контент с приватных групп, там Palm Beach Invest там, и так далее. Вот. И давайте с вами вместе делать профиты.
Я благодарю, что вы просмотрели это видео. Счастливо!